Как решать задачки на Личесе? Ну и в принципе на Ческоме или на других платформах. Зачастую задачки подобраны из реальных партий. И скорее всего они подобраны таким образом, что вот когда партия сыгралась, проведен анализ и происходит резкое изменение оценки позиции, то есть из жесткого минуса в нули, там, да, или из плюса в минус, или наоборот, неважно. То есть резкий скачок происходит. Это уже повод сделать задачку для личеса, для их эвристических алгоритмов. Так вот, в чем недостаток систем вот этих вот онлайн? То есть мы знаем, что последний ход привел к тому, что это стало задачей. Значит, нам надо искать, чем последний ход такой слабый. Вот, например, посмотрим на задачку дня. Ферзь белых стоял на g5, и тут он резко отошел и напал на c6. Но, как мы можем заметить, потому что у нас король слабый, но как можно заметить, кроме c6 шахов-то нету больше. Значит, нам надо защитить это поле для c6. Кроме этого, замечаем, что у белых очень слабое поле на g2. Значит, нам надо каким-то образом это использовать. Мы идем на e4 ферзем, защищаем одновременно и c6, и нападаем на g2. Король пошел на f2, ну, что в принципе логично, потому что ладьи связаны, одна уйти не может, чтобы защитить на g2, а других ходов для защиты от мата нету. Смотрим дальше. Куда король еще может пойти? Допустим, он пойдет на e2. Ну, окей. Пойдет и пойдет. Тогда мы даем шах на c2. И король не может уйти ни на g3, потому что последует ферзь g2 с матом. Ни на f3, потому что, собственно, тот же g2 с матом. Не может уйти он и на e1, потому что там мы заберем ладью на b1. И не может вернуться на g1, потому что опять-таки будет мат на g2. Таким образом, мы видим, что король белых слаб. На него надо атаковать дальше. Надо его заставить куда-то пойти. Для этого ему надо поставить шах. Но ставить шахи надо не просто какие пришли в голову, то есть ферзь g2, король e1, и теперь уже нам нечего делать за черных, а c6 висит, и белые как-то спаслись. Поэтому мы делаем шах на c2. Почему? Вот как ушел сейчас, потому что маты мы все рассмотрели, а вот при таком отходе мы просто забираем ладью. Рейтинг задачи почти 2000. Идем дальше на следующую задачу. Ладья забрала. Что сделала ладья? Ладья ушла с последней линии. Так, хорошо. Еще. Смотрим, что еще можно сделать. Ферзь. Мы смотрим, что вот черный ферзь, он вроде как бы лишний. Да, ну, за ладью и слона. Ну, можно сказать, равный, да. Но у него ходов-то нету по большому счету. А вот слон белых очень сильно работает по белой диагонали. И мы замечаем, если, например, вот эту вот ладью мы возьмем и поставим на а8, то ферзь как бы пойман. И у нас лишний слон в запасе. Как мы туда можем попасть? Ну, очень просто, через темпы. Всегда ищем темпы. Шах. Шах поставили, отошли. И перебросили на а8. Теперь, куда бы ферзь не отошел, хоть он забирает ладью, хоть нет, мы просто забрали и катаем окончание с лишней фигурой. Очень просто. Идем дальше. Ферзь зачем-то побил. Зачем он побил? Что он хочет сделать? Что он защитил? Ничего. Смотрим на позицию короля черных. Он очень слаб. Ему дай шах ладьей и, казалось бы, мат. Но там есть защита конь f8. Считаем дальше. На конь f8 опять нам надо как-то поставить короля на f8 и мат с h8 ферзем. Очень просто. Шах. Опять ищем темп. Шах. Король заблокирован и мат. Идем дальше. О, пешечное окончание. Ну, тут банальный счет должен помочь. Они пошли король c3, мы считаем.
f4, d3, f3. Подойти не может король, d4, f5. После этого мы идем на f4 и проводим пешку в ферзи. Если король идет на d2, то мы играем король f2, отталкиваем своим плечом, пока не подведем пешку. Если же на король f5 будет ответ король d4, то мы не можем уже забрать на f3, потому что король e5 и ничья. Тогда мы просто подтягиваем свою пешку до f5. Опять же, король белых вынужден отойти на любое поле. Мы забрали на f3, пешка пошла в ферзи. Банальный счет. Проверяем. Все, дальше реализация уже элементарная. Пошли вперед. Зачем они пошли вперед? Непонятно. На что-то напали? Нет. Значит, ищем шахи. Всегда ищем шахи. Если в таких позициях, то есть здесь на g3 очень сильная пешка, которая сковывает белого короля. Черный король в безопасности, значит нам надо искать шахи ферзем, чтобы как-то попасть на e1, допустим. Вот если бы мы взяли нашего черного ферзя и поставили его на e1, был бы мат. Или на d1 был бы мат. Ищем такие переводы. Если, допустим, мы поставим на h2, мы на e1 не попадем. Да, у нас будет неплохая позиция, но, скорее всего, король убежит и белые смогут провести. Значит, нам надо не дать провести пешку белым. Как это можно сделать и при этом попасть на первую линию? Очень просто. Ферзь d4. После этого хода, если бы король ушел на h1, мы бы в любом случае поставили бы мат по первому ряду. В данном случае, если мы дадим шах, например, на a1, король убежит на e2. У нас есть несколько вариантов мата. Мы можем поставить на d1 мат, потому что защиты нету, или на f2 мат. Все очень просто. Идем дальше. Пошли на a1. Зачем они пошли? Напали на ладью e1. Хотят разменяться и забрать потом. Вот если мы, например, заберем на a1, будет ферзем удар на a1, шах, и забрали на d4, пешка на 2 будет проходить ферзи. Допустим. Но не все так просто, потому что сейчас-то ход белых оказывается внезапно. И мы с темпом забираем. Даем шах и делаем темп. Шах. Ушли. Здесь можно подумать. Можно дать шах с f7. Можно дать шах с e7. Как лучше? Можно подумать. Я бы, наверное, все-таки дал бы шах. Откуда? Вот, смотрите, здесь есть еще... То есть мы смотрели шах и ферзь, я смотрел, по крайней мере, шах и ферзем на e7, на f7. А здесь есть еще один интересный мотив. По восьмому ряду король отрезан, на e7 держит пешка, на d6 держит ферзь. У нас только два поля, где король может сейчас находиться. Это с d7, где он сейчас стоит, уйти на c6. Но на эти два поля можно напасть конем. Вот был бы у нас конь, который с e5 даст шах. А он у нас есть, он стоит на g6. Раз и мат. Опять же, не очень сложно. Идем дальше. Так, заткнули f5. Вроде интересный ход. И сейчас стоит вопрос, что делать дальше. Конь ходить не может, связка. Но ему надо попасть на g6. Вот если белый конь попадет на g6, у белых в принципе будет выиграна позиция. Потому что дальше идет ладья f4, ладья h4, ладья g6, там ферзь туда атакует. Но проблема со связкой и с конем. Это надо каким-то образом использовать. Как это использовать? Конь под связкой и защитой ферзя. А ферзь вообще не защищенная фигура. Коня защищает только ферзь, больше некому. Нам надо напасть, кроме ферзя, мы ферзем уже нападаем на коня. Нам надо еще чем-то напасть, так, чтобы не было шанса его защитить, этого коня. А как такое можно сделать? Очень просто, надо напасть еще и на ферзя или дать шах. Дать шах не получается с двойным ударом, поэтому надо напасть на ферзя и на коня. В данном случае у нас для этого есть ресурс коня.
конь c4. Мы напали и на ферзя, и на коня. И теперь у нас конь белых не защищен вообще. Ну, то есть мало защищен, да. У нас 2 удара, ферзь-конь, там ферзь. Мы просто забираем ферзя, делаем связку, и у нас теперь у черных выигранная позиция. Спасибо за внимание.